Всем привет, с вами Андрей, и мы продолжаем проходить This is APIS. Так и нашел это, как раскрыть дело. В каталоге что-то появилось новенькое. Значит, что полиция так скоро уезжает под руки взятка. Понял. И они его затаскивают. Нет. Ну-ка. Все, я понял. А я не прочитал. Я не прочитал. Это куда мы поехали? Так, старшая школа Фрибурга. А старшеклассница заперлась в кабинете химии и кричит, что сейчас мешает себе смертельный коктейль и выпьет его. Учителя боятся ломать дверь, потому что девушка и раньше отличалась нестабильным поведением. У него какая-то несчастная любовь, но подробностей не знаю. Сказала одноклассник девушке. Вот одноклассник мог бы ее успокоить. Вот что нашли. Учет. Все поймали. И мы начинаем Кристофера Сэнда под него копать. Нет, кейс пусть приедет.
Так. Ломбард. 1639. Ломбард. 1639. Ломбард. Продавщица из магазина одежды сообщила о воровке. Девушка вышла из примерочной в 4 майках. Сразу же направилась к выходу. Датчик на выходе сработал. Запищала, однако воровка успела проскочить и бросилась на улицу. Так, ломбард 1639. Справитесь. Так, мошенничество магазина алкоголя. Touch of Donors. Кассир стал заигрывать с покупательницей и попросил ее показать документы, иначе он не продаст ей бутылку вина. Он обратился в полицию, так как уверен, что паспорт у него липовый, но не может быть ей 35. А я этой жгучей красотке максимум 29 дам. Проворковал в трубку мужчина. Да, красотки они такие. Так, ну-ка. А тут отмечается. Да, ломбард. Фу. Ломбард 1639. Чтоб я не забыл. Буду теперь. О, еще одну. В 18:00. Хорошо. На это задание не отправляем. Три вооруженных человека пытались обчистить ломбард, но там сработала система защиты, двери заперлись, а злоумышленники остались внутри. Они обещают убить хозяина, если их немедленно не выпустят. Вот. Кража. Сразу несколько пациентов в больнице сообщили, что у них пропадают ценные вещи и деньги. Ограбление. После закрытия банка к зданию подъехал фургон, из которого выскочило 3 человека в масках. Они быстро вскрыли двери и скрылись внутри. Очевидец Бетти Дэвис тут же вызвала полицию. Она отметила, что, возможно, преступники были вооружены, но она не уверена. Так.
Не то. Нет, не то. Полицейский. 18:00. Больница Сен-Джона. Больница Сен-Джона. Так, вот это. Значит, сюда мы отправляем. Публичное совершение непристойного действия. На скамейке в парке сидят два пожилых мужика и играют в карты на раздевании. Извиняюсь. Жалобами в полицию позвонили уже 5 человек. Ничего более отвратительного в жизни не видал. Растерянно рассказала Кэтлин Беттон. Дебилы. Мужиков на раздевание в карты. Странно. Спасибо. Пожалуйста. Ну хорошо, хоть никого не убили. Один мужчина бодро вскакивает на ноги, бросая на скамейку карты и поворачивает голову задницей в детской площадке и кричит: ага, я победил. Дебил. Я не понял, что там было-то. Котки уже развилось 790. Нет, пусть поедет. Пусть длиннее поедет. А еще я могу. И пусть поедет. Вот ты. Все. Так, отчет. Открыть. Ну, круто. 80-й день. Нормальный. Boyd. I don't have much time, so listen close. We got him, Jack. The dentist is in our custody. Wow. Congratulations, Ethan. Well, to be honest, I'm not sure if it's our guy.
but she's definitely the one who committed the murders in Freeburg. And it's a young woman. Wait a second, did you... A very large, very strong woman. What? Yeah, gotcha. Yeah, I'm sorry, Jack, I gotta go. We've got a briefing. But, something's not right, Jack. Someone's leading us around by the nose. We'll talk later, okay? I'd almost forgotten the feeling. The feeling you get when you stay on the sidelines during a major bust. But I don't think I'll be out of the game for long. Palmer had nothing to do with this. The dentist, whoever he is, was a gift box meant for me. It just got delivered to the wrong address. And I've got a hunch who packed the box. Значит, это был не дантист. Это была девушка. Интересно, а как они это вычислили? Поедем-ка на работу еще. Yeah, a box of Caesars. With that outfit, I could see you coming a mile away, Mr. Boyd. Ah, Mr. Chaffee. Knowing your love of theatrics, I was afraid you'd keep the mystery surrounding the dentist going for at least another day or two. What could you mean, Mr. Boyd? Well, it's true. Robespierre does have a passion for mystery and the dramatic. But there's no need to confuse the actor with his character. For you, I'll play the hurried businessman who likes to cut to the chase. That's not quite me either, but though this mask I wear is quite a burden, I have long grown used to it. Besides, I don't want to distract you from your 180-day quest, not for a second longer than necessary. My, is half your time already up? You simply cannot imagine, Mr. Boyd, the painstaking work I've done to cultivate this maniac image. I turn to such literature the likes of which I wish I never knew. If our law enforcement agencies possessed even the slightest aesthetic sense, they would have instantly seen the game for what it was. And the postcards, what can I say? And if the real dentist turned up again at the wrong moment? I don't imagine lunatics take kindly to imposters. The dentist died of a heart attack last spring while he was sunbathing on the beach. I discovered this quite by accident, from a university friend, a therapist. It was he who convinced the dentist to stop killing, by the way. Why the murders? Obviously they'd all been raped by Rogers. It would have been much easier to just get them to talk. Mr. Boyd, the last thing I want is to appear a brutish butcher. I spent enough time on these women to know they were no use to me alive. Not sure if I should be ashamed to say it, but Stuart Rogers far surpasses me in his ability to intimidate people. Apparently, such things only come with experience. But murder? For that I truly do feel ashamed. It's a burden I shall have to bear for the rest of my days. But sadly, it's not my greatest shame. What could be more shameful? To frame an innocent woman for such terrible crimes? What? Are you unhappy with a woman cast as the serial killer? Firstly, I'd say Dear Jordan adds a certain grace to the whole sordid story. And second, of all the people I hold in my debt, she's the strongest. And not just physically. Third, she had good reason to settle her debt with me as quickly as possible. Without going into details, I'll just say that she's a very, very caring mother. Do these taste good? Had we met earlier, Mr. Boyd, I would have shown you a far more refined pleasure, one without such an unpleasant smell. I'm afraid to even imagine what you count as pleasures, Mr. Chaffee. Fountains of blood in the city square? Mr. Boyd, you're not listening to me at all.
I didn't take any enjoyment from the killings. Everything I've done was of strict necessity. I couldn't make Jordan kill all the women that Rogers raped. That would have been excessive. If I had made her kill them all, you'd be rather upset, no? I can't say I fully understand your plan, Mr. Chaffee, but you've given me more than enough reasons to arrest you. Yes, but allow me to counter them with one good reason not to. I think you mentioned you dined here once? Yes, not the best restaurant in town. And maybe you're just not familiar with the full range of our services. When I inherited this tasteless place from my father, I knew I could never make it into an exquisite restaurant. Instead, I accentuated the atrocity of it all, an aesthetic of a different kind. Now I even live here. To me, this complex is like a microcosm of Freiburg. But we're not here to talk about that. At school, I read a French novel whose name doesn't need mentioning, and I read many amazing things. It seems that in Paris, just before the Revolution, certain places were quite popular. People of wealth and taste visited from the city, shed their luxurious coats, peeled off their white gloves, and with the help of the local farmer, they brutally stabbed a hole in a bull and decorated themselves with the splattering blood as they prepared a large piece of meat for the fire. In the bull's suffering, these effeminate aristocrats found a perverse sort of pleasure. Now I make these pleasures available to the people of Freiburg. I will be honest with you. People who pursue such cruelty truly are crazy. But what is interesting? The best steaks are cut from the tender meat of young bulls. 11 months is just right, beautiful, healthy, full of strength. But these wealthy degenerates who pay $7,000, so our experts will show them where to plunge the blade for maximum effect. Even they don't have the spirit to slaughter the young bull. The thought never enters their minds. They look into the eyes of the healthy animal, bursting with energy, and they quickly shuffle past. As if by instinct, they are drawn to the old, weary, fading bulls. And then, with terrible smiles on their faces, they chew through tough steaks that taste of burning rubber. They feel that they're doing something real with their own hands, a sort of natural selection, as if they're agents in the natural process. But nature also teaches us that the old beast, unable to fend off any threat, might yet survive if it cowers in a dark corner and pretends it doesn't exist. Then, perhaps, the young predator will pass. Mr. Scott will drive you back. I'm late for an appointment. Mr. Boyd, you won't believe it, but the person I just got off the phone with was talking about you. Seems like I'm pretty popular these days. By the way, Mr. Boyd, I've got to ask, why $500,000? Go fuck yourself, Troy Starr. Доброе утро. Мистер Бойд, в городе 2 недели я орудовал безумец. А вы не сделали ничего, чтобы его остановить. Что стало бы с Фрибургом, если бы федеральные агенты не пришли на помощь
и не арестовали дентиста. Мы делали свою работу без лишнего шума, а федералы просто сняли сливки. Город захлестнула настоящая паника после вашей пресс-конференции о дентисте. Почему вы не подумали, что и как будете говорить людям? После такого провала любой уважающий себя чиновник уходит в отставку. Какие у вас планы? А как вы прокомментируете слухи о связи мэра Роджерса со всеми 5 жертвами дентиста во Фрибурге? И вам того же. День 82, пятница, 4 октября. Ну, нормально. Нет. Дентист с решеткой, отличная работа. Мария похвалила. Так, офицер. Раз, два, три, 4, 6, 7, 8, 9. Это 9. Два. Раз, два, три, 5, 5, 2. Да, два. Раз, два, три, 4, 5, 6. Взлом с проникновением. Алло, полиция. Это Долорес Паркс. А ко мне в дом кто-то проник, я слышу. Так. Отчетливые шаги на первом этаже. Мой муж был в командировке и должен вернуться только через час.
срочно приезжайте, наверняка это какой-то террорист, который ограбит и изнасилует меня. Я заперлась в комнате, но едва ли дверь сдержит этого зверя. Да, прокачивайся. Так, расследование. Банды. Сэнды. Арестовать. Начать, что там по расследованию. Еще мало. Так. Нет, расследование. Убийство. Где-то. Это понятно, это одно и то же. А что там в архиве? Двойное убийство. Попробую открыть. Секунду. Так, прошу прощения. Несанкционированный митинг под зданием мэрии собралась толпа людей, которые требуют от чиновников легализации эвтаназии. Эвтаназии. Моя жизнь, моя смерть, мой выбор. Скандируют протестующие работники мэрии. Скандируют протестующие работники мэрии, что люди... работники мэрии сообщают, что люди принесли самодельные плакаты и настроены мирно. Так, было Гриффит, собаки, Стокс. Так, подозрительный индивидуум, библиотека. В библиотеку пришел молодой человек, который попросил ценный набор книг по химии и монографии по взрывоопасным веществам, а также издания на экстремальную тематику. Многие из запрошенных книг у нас запрещены, сообщил библиотекарь Роландо Браун. Парень не выглядел очень угрожающим, я просто кровь в жилах и застыла. Но мне никого пока отправить. Ложная тревога. Молодцы. Двоих. Еще я этих отправлю. Вот этих. Подозрительный индивидуум. Ну, это мы читали. Так, поедет Букарика. Гриффит. И О'Салливана. Да. А тут пойдет Стокс.
и Сигура. Начальник Бойд. Я представляю интересы крупной частной военной корпорации, которая в данный момент готовится привлечь крупные инвестиции в ваш город. Мы готовим презентацию для инвесторов, на которые хотели бы разыграть представление и показать несостоятельность полиции к вопросам безопасности населения. Поймите, что это просто бизнес, на котором мы все сможем выиграть. Предоставьте пару своих наиболее слабых и ленивых подчиненных, на фоне которых мои ребята будут выглядеть просто гладиаторами. Я обещаю, что фильм не останется перед вами в долгу. А мы сейчас по-другому сделаем. Ради прикола. Отправим Веллу и Коти. Ха-ха-ха. Что будет? Так, подозрительный индивидуум. Подозреваемый заметил полицию, выхватил из сумки огромный нож и бросился на библиотекаря с криком. Это ты вызвал полицию, свинья? Стреляй. Молодец. Подозрительный индивидуум. Прихожанка мэра Буш по дороге в церковь встретила группу невероятно странных подростков. Они бегали в идиотских костюмах, дрались на палках и разговаривали через пульты телевизоров. Наверное, это сумасшедшие сбежали из психбольницы. Поймайте и скорее отправьте обратно. Это, наверное, играют. Ладно. Проверьте. Шеф, эти ребята просто машины. Мы знатно опозорились. Немного научились у них за 20 минут. С этими ребятами последние года в академии мистер Котрелл, кажется, был очень доволен нашими выступлениями. Благодарность предложил бесплатно пройти курс подготовки в тренировочном комплексе. Что думаете? Ну ладно. Убийство. Офисное здание. Глэди Шелл вывела из себя какое-то замечание от Мэтью Тонда. Она схватила степлер и стала бить им коллегу по голове. Затем мисс Шелл заорала во все горло
и набросилась на секретаря. У нее какой-то нервный срыв. Приезжайте скорее, умоляет начальница подозреваемой. Спецназ, жилет, гриффит, собаки, букайка. Ограбление. Фонтаны. А тут наркотрафик. Жесткий день. Я не буду никого посылать. Женщина схватила второй степлер. В ее руках степлеры, видите, выглядят смертоносным оружием. Пригород, жалоба на шум. Поедут за Салливан, нечего делать. Так, сейчас не представившийся мужчина с запасным заспанным голосом сообщил, что прямо перед его домом какие-то люди взрывают фейерверки и мешают ему спать. Выглядят они как бомжи, но у них огромные сумки со всякими петардами. То, мне кажется, их перестреляют. Так, позже парниша Баклер сообщил, что на территорию фирмы пришло около 10 каких-то людей со странным оборудованием. Они ходили с места на место, а затем так остановились и стали копать огромные ямы. Мистеру Баклеру не понравилось, что какие-то роются на его заднем дворе. Он пошел разбираться. Завязалась драка. Фермера сильно избили. Да, блин, жалко, что я этих отправил. По улице ходят трое пьяных мужчин и поджигают, бросают в стороны петарди и фейерверки. Увидев полицию, один из них выхватил из сумки красную шашку, похожую на динамит, и поджег фитиль. Мужчина бросил красную шашку одному из своих товарищей. Фитиль
Уже наполовину сгорел. Отбегай. Фу. Успели. Мало кадров. Все молодцы. День закончился. Ну, я, наверное, на этом серию закончу. Посмотрим. Да, я на этом серию заканчиваю. Всем большое спасибо, что вы ее посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.